Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас, друзья, с вами 7 марта. Обращаем ваше внимание, что сегодня великий день, поэтому обязательно в этот день наденьте одежду именно этих цветов для привлечения денег. Какие-то цвета именно в этот день, 7 марта, будут денежными. Друзья, далее все в этом видео. Но прямо сейчас, друзья, давайте вместе с вами проговорим аффирмацию на этот день. Это очень сильная аффирмация, которая вам сегодня поможет в жизни. Итак, она звучит следующим образом. Сегодня я отпускаю прошлое и приветствую новые возможности. Моя сила и уверенность растут с каждым днем, и я готова принять благополучие и успех, который мне предназначен. Обращаем ваше внимание, что эти слова аффирмации на этот день, 7 марта, друзья, будут в описании к этому видео. Если вы желаете, обязательно пропишите. Это сегодня вам поможет и настроит потоки именно в вашу пользу. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами 7 марта, сегодня убывающая у нас с вами Луна в знаке зодиака Водолей, и сегодня у нас с вами 27-е лунные сутки. Именно этот день для многих будет достаточно интересным и динамичным. Да, у нас Луна находится в фазе убывания, но это не повод расслабляться. Сейчас время завершения тех дел, которые вам стоит завершить, и не забывайте уделять внимание тем моментам, которые для вас будут очень важны. Да, сегодня у нас всех с вами предпраздничное настроение, мы все улыбаемся, мы все получаем подарки, цветы, у нас всех с вами прекрасное настроение, но ваша задача быть сегодня оригинальными, нести в этот мир что-то новое, интересное. И кто нас слушает, обязательно это сделает. У каждого это будет свое. Таким образом, вы усилите энергию и повлияете на себя и на свою жизнь. Кроме того, ввиду всего, что сегодня 7 марта, предпраздничный день, и обращаем ваше внимание, что сегодня вам нужно обращать особое внимание к деталям. Почему? Потому что сегодня в деталях будут крыться очень важные моменты и тонкости для вас. И ваша задача их не игнорировать. Даже если вам кажется, что вы все сделали на работе или вы все переделали дома, обратите внимание, возможно, где-то что-то не доделали. Кроме того, сегодня у некоторых людей будет понимание и осознавание того, что они допустили где-то ошибку. При этом ошибка не обязательно может быть связана с работой, с какими-то обязанностями. Там может быть ошибка, например, в подсчетах. Эта ошибка может быть в отношениях. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вы стремились к самоанализу и старались улучшить себя, насколько это возможно. Помните о том, что каждый из нас может осознать и понять, и двигаться дальше. Кроме того, знак зодиака Водолей, в котором сегодня находится у нас с вами Луна, он связан с социальными связями и с коллективным сознанием. Поэтому сегодня ваша задача обращать внимание на то, кто находится в вашем окружении, кто находится рядом с вами. Очень важно, чтобы вы именно тех людей, которых вы любите, которых вы цените, поддерживали именно в этот день. Не обязательно подарками, да, хочется отблагодарить кого-то, кому-то хочется сделать приятное, но мы живем с вами в достаточно тяжелое время, когда иногда это уже сложно сделать. Поэтому просто скажите доброе слово, просто возьмите своими руками, сделайте открыточку. Помните, как когда-то мы с вами это делали, и поздравьте человека, скажите добрые слова. Это будет очень важно для других людей. Обращаем на это ваше особое внимание.
Также на что еще стоит обратить внимание, это то, что сегодня могут ни с того ни с сего проявляться какие-то неожиданные события. При этом эти события будут появляться в тот момент, когда вы будете их не ожидать. Поэтому будьте сегодня, в этот день, 7 марта, готовы к каким-то неожиданным изменениям и научитесь адаптироваться к ним гибко, легко, даже если вам это не нравится и вас это раздражает. Также очень важно, чтобы вы сегодня были внимательны к тем целям, которые вы ставите себе и своему окружению. Кроме того, сегодня могут быть конфликты, которые могут возникать из-за недопонимания. Дело в том, что Водолей – это тот знак зодиака, благодаря которому нужно нам учиться терпимости, быть открытыми, быть мудрыми. И вот если у вас не хватает вот этого, то это сегодня может привести к каким-то конфликтам или возникнуть какое-то недопонимание, появиться какие-то взгляды, которые, возможно, вам в чем-то не нравятся. Поэтому ваша задача быть все-таки немножечко внимательными к другим, слышать других. И, возможно, вам, если что-то не нравится, это не повод расстраиваться. Помните о том, что если вы расстраиваетесь, вы переживаете, то это в первую очередь именно минус для вас. Кроме того, сегодня важно завершать все то старое, что вас тянет назад. Иногда это очень сложно сделать, потому что, знаете, иногда хочется и рыбку съесть, как говорится, и руки не испачкать. Но в жизни так, к сожалению, не бывает. Поэтому ваша задача, если вы решили закрыть в прошлое дверь, это нужно делать сегодня. Не решились, вас что-то еще, вы чувствуете, что что-то не так в вашей жизни, или вы не знаете, как вам поступить, тогда не спешите. Помните о том, что всему свое время. Иногда нужно не торопиться. Мы все куда-то спешим и думаем о том, что вот мы сейчас поспешим, мы сейчас что-то сделаем, и у нас все будет получаться. Но лучше сегодня, вот этот день 7 марта, принимайте, наоборот, лучше поздравления, думайте о подарках, кого-то поздравляйте и не обращайте внимания на те моменты, которые негативные могут слегка проявляться в вашей жизни. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами Луна убывающая, да, и это время, когда энергия, которая идет из космоса, со Вселенной, она способствует нашему очищению и избавлению от всего лишнего. Кроме того, сегодня хорошо проводить детоксикацию и избавляться от негативных привычек. Не бойтесь от них избавляться. Также, возможно, сегодня вас жизнь подтолкнет к каким-то экспериментам с новыми методами, например, лечения, какими-то подходами к заботе о себе. Не бойтесь этого делать. Помните о том, что вы должны интуитивно чувствовать. Если у вас что-то не получается, или вы не понимаете, не осознаете, не переживайте, всему свое время. Попробуйте. То есть, если вам сегодня пришло, например, ваша подруга говорит: слушай, а вот попробуй вот так вот сделать, и ты знаешь, мое тело, например, очень было радо, например, то, что человек мог ввести, например, какие-то препараты или что-то новое в свою жизнь, так и вы попробуйте, и вы сможете изменить свою жизнь. Также очень важно, чтобы вы сегодня уделяли внимание медитациям, возможно, к йоге, гомеопатии. Это может привести вас к открытию каких-то новых способов для улучшения, опять же, вашего физического и вашего эмоционального состояния. Помните о том, что только вы вправе принимать и решать. Помните о том, что пока вы не попробуете, вы не поймете для себя, что же для вас то или иное важно. Помните, пожалуйста, об этом. Но в то же время избегайте сегодня любых радикальных изменений. Очень часто бывает то, что человек, послушав консультацию какого-то специалиста, принимает решение что-то кардинально поменять. Вот сегодня это не спешите делать, подождите, всему свое время. Также следите сегодня за своим эмоциональным состоянием,
Потому что будут люди в вашем окружении, которым не хватает энергии. Они будут, знаете, вот как с вас щипать эту энергию, потому что им не хватает. И им нужно как-то это у вас взять. И чтобы ее взять, они будут пытаться вести вас на конфликт, на ссоры, на скандалы, на выяснение отношений. При этом это не обязательно будут люди из вашего окружения. Это могут вообще быть люди, которых вы не знаете. Поэтому все-таки старайтесь быть сегодня предельно внимательными и стараться нести любовь и гармонию. Что же касательно денег, то, вы знаете, знак зодиака Водолей, он дает этому дню вот атмосферу инновации, оригинальности, каких-то нестандартных подходов. Поэтому вы также, друзья, старайтесь в этот день находить новые способы заработка или для развития своего финансового потенциала. Также обращаем ваше внимание, что Водолей тесно связан с социальными связями, и сегодня это может подтолкнуть вас к поиску новых возможностей через новые контакты, через какое-то новое сотрудничество. Поэтому не бойтесь сегодня идти на контакт, даже если вы в какой-то момент думаете о том, что это также сегодня старайтесь использовать социальные связи, социальные именно сети для того, чтобы узнать что-то новое и принять для себя это в своей жизни. Также на что еще стоит обратить внимание, это на карту Таро, которая выпала на этот день, друзья. Это выпала у нас карта «Восьмерка Пентаклей». И этот день наполнен достаточно большой энергией и потенциалом. Кроме того, этот день символизирует нам и достижения в материальном благополучии, в процветании. И, что немаловажно, сегодня люди могут даже осознать свой потенциал. Вообще, эта карта, она взаимосвязана с символом успеха, долгосрочного достижения, финансовой стабильности. Карта это говорит о том, что ваш труд и ваши усилия уже начинают приносить вам плоды, и вы начинаете видеть результаты своих усилий. Также «Восьмерка Пентаклей» говорит вам о том, что вы должны осознать ценность своего труда, тех навыков, которые могут быть вам переданы, и вы, соответственно, можете передать это другим людям. Также обращаем ваше внимание, что благодаря карте «Восьмерки Пентаклей» мы видим, что сегодняшний день насыщен энергией роста и развития в области финансов и материального благополучия. Поэтому сегодняшний день для многих людей будет особенно продуктивным и успешным в тех или иных делах, которыми вы занимаетесь. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня могут открываться какие-то новые обстоятельства, открываться новые возможности, которые вам помогут в жизни. Поэтому, если вам что-то пришло сегодня в голову, или вы увидели что-то новое для себя или важное, не бойтесь это осознать, не бойтесь это увидеть, потому что все в нашей жизни, помните, неспроста. И это очень важно увидеть и осознать. Также старайтесь сегодня, если вы занимаетесь планированием или вы подключились к космосу и поняли для себя, что вам нужно планировать что-то, то очень важно, что вы именно планировали долгосрочно, потому что «Восьмерка Пентаклей» нам говорит о том, что человек должен разрабатывать стратегию для достижения лет, и вот этих целей, которые вы сегодня себе пропишете, вы сможете достигнуть через несколько лет. Обращаем ваше с вами внимание. Теперь посмотрим, какой же дает архангел Михаил на этот день 7 марта. Знаете, архангел Михаил дает нам следующую информацию. Он говорит нам о том, что мы должны преодолеть те трудности, те препятствия, с которыми мы можем сталкиваться. При этом это не обязательно то, что у вас возникает какая-то ужасная тяжелая проблема. Это может быть даже в отношениях сегодня. Сегодня может быть с какими-то ситуациями вообще происходить, которые вообще никак не связаны, как вы думаете, с вами. Поэтому будьте мудрее, очень важно, будьте более стойкими и ищите, конечно же, решение тех или иных проблем. Также не забывайте ставить свою защиту на этот день. Обращайтесь к архангелу Михаилу, своему ангелу
ангелу-хранителю, к высшим силам с просьбой о защите от негативных энергий, от злых сил, от враждебности. И вы знаете, именно он сегодня поможет вам, защитит, и он всегда с вами, он придет в тот момент, когда вы ощутите и поймете, что это действительно вам нужно и важно. Вообще не бойтесь просить помощи у высших сил, потому что если вы боитесь, то вам это будет сложно. И, друзья, как мы и сказали в начале видео, сегодня нужно надеть одежду определенных цветов для того, чтобы привлечь деньги. Итак, какие же цвета? Первый цвет — это, друзья, зеленый. Как вы знаете, этот цвет ассоциируется с природой, с ростом, с изобилием. Носите одежду 7 марта, и это будет благоприятным для вас знаком для привлечения денег и достатком. Кроме, друзья, зеленого цвета, сегодня хорошо носить желтый цвет для привлечения богатства и удачи. Также сегодня очень хорошо носить именно одежду в золотых цветах, это тоже вам поможет. Если у вас нет одежды в таких цветах, в таком случае возьмите ниточку и завяжите на своей руке. Или возьмите резинку, нацепите и вечером уже снимите. Если у вас нитка, то в таком случае ее не снимайте, она сама порвется. Это будет вам знак того, что начало активизироваться все и уже происходить в вашей жизни. Вот такой, друзья, у нас с вами день 7 марта. Не забудьте, пожалуйста, прописать аффирмацию в комментариях к этому видео. Это сегодня вам очень поможет. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.